Всем привет, это снова я, Александр из Астрахани, а теперь из Сочи. Опять посетил Тимур, но наконец-то у него хоть что-то его беспокоит. Теперь можно уже нацеленно поработать над плечом. Ну что, Тимур, какое плечо-то? Да, вот это. Давай тогда раздевайся, сейчас со спиной посмотрим. Так, давай, смотри, как ощущение. Нормально. Дальше иду. Все норм? Да. Мне больно вот в этом позвонке, короче. Вот просто. Ага, Да. хорошо. Смотри, а теперь... Подросток. Ага, я услышал. Смотри, теперь помимо этого просто аккуратно давлю. Не, все нормально. Все норм? Угу. Окей, смотри, а вот я смещаюсь чуть-чуть от позвонка. Не, все нормально. Все, окей, иду дальше. Нормально. Угу. Хорошо, давай с другой стороны. Как? Вот здесь неприятно. Вот это позвонка все. Ага. Небольшое воспаление. Что наделал? Так, смотри, просто проверяю ротацию. Как ощущение? Нормально. Угу. Все окей? Сейчас давай с другой стороны тоже самое проверим. Все норм? Да. Так, поехали по мускулатуре. Так, как у нас квадратный себя чувствует. Блин, кстати, хорошо. Нормально. Вообще прям мягенько. Редко такое встретишь. Поехали по другой стороне. Ну, здесь побольнее, чем. Угу. Так, ладно, ну... Тогда надо будет потом перевернется, что с этим поработаем. Так, давай на среднюю ягодичную идем, потому что они вместе работают. И частенько, если квадрат болит, то ягодица будет болеть. Что скажешь? Ну? Хорошо. Идем сюда. Здесь чуть побольнее. Ну, видимо, я на этой стороне не сижу больше. Угу. Здесь перенос. Ну так, блин, здесь прям болок ощущается. Да, да. Потому что если здесь вообще у тебя она однородная, тут не докопаться, то с левой ягодицы есть такое дело. Так, давай смотреть ягодицу. Ага, сразу чувствует, человек посидеть любит. В идеале должно быть градусов 40 у мужчины без движения таза. Соответственно, мы только отводим и начинает компенсировать. Этого быть не должно. Соответственно, у вас тазобедренный немножко заблокированный. Вот, здесь даже уже получше. То есть правая нога у тебя прямо идет. Угу. И надо по растяжечкой позаниматься мобильностью. Угу. Ок, ну-ка, и разверни. Так, смотри, здесь вот прям в глубине. Нормально? Да. Так, а натяжитель широкой фасции бедра ухожу, вот сюда вниз. Ну, чувствуется. Все, давай сейчас тут постоим. Чуть-чуть погнем. Круто, когда есть чем работать. Просто гладить неинтересно. Ехали. Угу. Это больно. Блин, ну... Ну, в смысле, нормально. Знаешь, это как все самое невкусное, самое полезное. Вот здесь такая же. Ну, должно быть до определенной рамки, но... Да. Ага. Все, смотри, сейчас вращаю. Угу. Так, а теперь зажимаю и смотри, назад утягиваю мышцу. Ну, боль от нажатия есть, да. Кайф. Все, ну мы сейчас здесь постоим с тобой. Так, ну-ка. Квадрицепс. Опять же, начинает компенсировать, таз клевать, когда ногу скипает. Оп, поднимается. Соответственно, мы понимаем то, что передняя поверхность бедра. У тебя прям комплекс офисного рабочего. Это все, кто сидят по 8-9 часов, прям стандартная программа. Так, погнали. Ну-ка, КПС, суставчик. Угу. Хорошо. Так, смотрим, второй квадрицепс. Ну, то же самое. Притом здесь прям вообще отчетливо видно, как компенсируешь. Так, ладно, поехали плечо. Угу. Отлично, сюда, а здесь. Так, ну, в принципе, но. Поехали подостная. Угу. Так,
Надосная. Что скажешь? Нормально? Да. Но ты не сильно давишь. Ну, будет время. Надавим сильнее. Сейчас не суть. Если сильно давить, всем будет больно. Так, смотри. Сейчас локтем надави мне в руку. Не, подожди. Не ротация, а просто вот это движение. Просто давишь. Хорошо, поехали. Ага, все. И расслабляй. Угу. Так, давай. Поехали. Также релизик поделаем. У тебя круглая такая прям. Мне прям хочется, чтобы ее помяли. Да. Вот у кого такая же проблема, там, тяжесть в руке, или боль, когда руку поднимаешь в определенном угле. Вот, наверное. Если мы говорим про боль в плече, то вот особенность круглой мышцы, боль проявляется, когда именно ты поднимаешь руку наверх. Это большой круглый. А малая круглая будет у тебя болеть, когда ты пытаешься ее ротировать. Ну, то есть вот именно вот это движение. Помимо, что подосная, здесь еще малая круглая подключается. И, соответственно, тоже. То есть их так можно дифференцировать. Вот это моя история. Может, у кого Да. есть. Так. Ставим в сторону. Глядим, и сейчас тогда с маслом пройдемся, и потом на плечах уже конкретно остановимся, будем работать. Блин, чувствуется, что человек постоянно куда-то ходит, постоянно делает массаж, потому что это отличается тело. Оно вроде и мускулатура есть, но при этом, когда расслаблено, пальцы как в зефирку проваливаются, так и должно быть. Но при этом, когда напрягаешься, то есть сразу они в бетон. То есть вот это здоровая мышца. Угу. Так, смотри, можете попросить, пожалуйста, сейчас ляжешь на край кушетки, и рука, чтобы у тебя прям свисала с кушетки. Угу. Да, все. Да, а голову влево-вправо, как тебе комфортно. Поехали, смотри, вот сюда нажимаю. Нормально. Угу. Так, зубчатый у нас тоже себя чувствует хорошо. Ну, давай другую сторону также сразу проверим, чтобы ты больше туда-сюда не прилетал. Все, прям висит. Так, поехали. Угу. Ну, здесь все нормально. Все, давай, сейчас ты доложись. Сейчас нормально, с маслом. Сейчас пройдемся, и тогда на плече уже с тобой будем акцент делать. Так, опять же напомню, если что-то где-то будет прям ощутимо, то есть уже неприятно, просто сразу говоришь, мы это не терпим. Ок? Хорошо. Все, поехали.
чуть-чуть сейчас ягодицы уйдем. Опять же. Потому что 70% боли в спине и вызваны мышечными именно болями. Это у нас ягодица. Так, и подросток, пожалуйста. Поехали. Сейчас покатаем. Норм? Да. Да. И также здесь натяжитель хвоста. Ну, тоже прям так. Не прокатываешь ролл бедра? Нет. Ну да, куда тебе? Да нет, мне вот эту часть особо не массируют. Понял, понял. Ну-ка, и... Так. Так, знаешь, что, давай так сделаем? Удобно. Так, давай попсуем. Что положим? И давай. Прям бросай плечо. Все, сейчас мобильностью позанимаемся из положения лежа. Так, а ограничение в правом плече. Верно? Или все-таки левое? Ограничений как будто нигде нет. Ну, правое, да. Да, правое. Все. То есть ты больше именно на правый акцент. Все. Мгм. А то у меня кретинизм на сторону. Бросай его. Все. И поехал кататься прям по ребру. Как раз мы так можем с тобой под лопаточную зацепить.
Все, болтается рука. И поехали. Притом, если мы говорим про твой таз, что прям типичная картина офисного рабочего, в которой человек долго сидит и много, то вот лопатки абсолютная противоположность. Какая-нибудь женщина 40+, которая работает бухгалтером, это надо постараться, чтобы у нее лопатку так отвести от корпуса. Потому что передняя зубчатая там просто в ауте. С лопатками вообще все нормально. Вообще. А то люди не поймут, что Вообще все нормально. Образцово-показательные лопатки у тебя. Так. Ну-ка. Свежую руку. С кушать. До сзади. Так, сейчас чуть пострадаем. Конечно.
А когда не страдали? Какой хороший видос из моих страданий. Смотреть можно вечно на 3 вещи. Огонь, воду, как страдает Тимур. Ну да. Он тут бульба благо. Да? Бросай. Угу. Отлично. Так, катаем. Не-не-не, расслабь, расслабь. Вот так лежит. Значит, тебе так комфортно. Смотри, сейчас по задней дельте прохожусь. Терпимо. Да? Тут нормально. Окей. Все, клади. Сейчас шею и потом. Вот здесь подзатылочный как себя чувствует? Ну, вообще, да, у меня с шеей есть проблемы. Особенно, когда 1000 раз уже когда спишь, ну, Но вообще, то есть вот эти вот проблемы с подзатылочной мускулатурой решаются очень просто. Не смотри вниз. Я не знаю, как ты будешь это делать, но просто не смотри. ну да, да. Поднимай руки выше, будут руки болеть плечи. Зато шея пройдет и голова. Ты представь, то есть здесь вот маленький комплекс подзатылочной мускулатуры. Если мы говорим про головную боль, напряжение, то 90% этих болей, вот оно. Да, да. Подзатылочная, трапеция, жевательная мускулатура, то есть, опять же, височная. Все туда. Стоит там проработать, допустим, 1, 2, 3 раза. Если это действительно боль напряжения, то прям очень хороший результат. Обычно говорят другу «до свидания» сразу с клиентами. Все улыбаются и машут. Ну что, там чувствуются, да, какие-то уплотнения, там, всё. Но они сами по себе очень тоненькие, там по миллиметру толщиной. Но если мы берем косую, вот, то есть вот где-то вот здесь, вот ее ты прям ощущаешь. И также, то есть ассоциативный отросток, и здесь тоже, вот она.
Также мышцы, поднимающие лопатку. Вот здесь сбоку, смотри, на отростке становлюсь. Терпимо? Да, не больно. Вообще кайф. Это очень хорошо. Но я чувствую, что она Ну, понятно, катается. что ощутимо, но этот... Не больно, я чувствую, она катается. Ну, блин. Может быть, будет больно, если чуть увеличить давление. Самое больное мне где-то, я думаю, голенная или что это. Вот здесь вот. Особенно если на животе стою, и там голова в одну сторону. Потом просыпаешься, она прям вот в этой точке болит, и нам надо помассировать, когда это все проходит. Вполне. А если наклоняешь голову вперед? Ну, Не усиливается? это вроде нет. Те все Да. делают. Что там, то надо неправильно спать в основном. Или там на одном боку. Короче. Так, смотри, сейчас положишь, пожалуйста, руки себе под лоб. Вот так. Угу. Клади. Все. Ну, там уже что-то. Ну, это плечо. Да. Вау. Так, аккуратненько, наверх, разгибание. Угу. Смотри, перевернись, пожалуйста, на спину. Так, смотри, просто как у болтая. Угу. И так сюда просто подталкивай. Угу. Ок. Смотри, сейчас пальцы поставил. Делай глубокий вдох. И выдох, и расслабляй. Все, и там старайся еще раз дальше. Угу. Так, и поехали. С другой стороны. Так, аккуратненько. Легкое чувство натяжения. Угу. Так, к твоей шее мы еще вернемся. Так, накрой. Смотри, сейчас надо будет плечо. Даже, знаешь, что, ложись ко мне поближе, сюда, на край, чтобы у меня была возможность головку плечевой кости туда утапливать. Все, хорошо. Потому что в обычной жизни вот передняя часть ротаторной манжеты, она у нас подвижна, потому что почти все движения мы перед собой делаем. А вот задняя ее часть, вот там она туго подвижна. Вот как раз мы ее сейчас с тобой и подомнем. Ок. Поехали малую грудную. Релизик. И потянем из капсулы.
Давай, двигайся обратно. Все. Хорошо. Сейчас будет интересно. Так, ну по объему движения, допустим, вот сейчас вот ты лежишь, подлопаточное все норм вообще. То есть, ну, тут градусов чуть-чуть, градусов 10. Но вот на краю уже самом я начинаю чувствовать Вот там, это да? место, где вот это Ага, болит. подожди, стой. Теперь. Ну, чуть-чуть. То есть это не сильная боль. Подосная вообще, то есть я бы ей еще вообще бы сказал тонуса дать, тебе ее потренировать надо. Он висит. Может быть. Висит прям. Так. Я держу. Мне в руку надавишь? Давай. Больно? Ну да, такой Отдаёт? дискомфорт появляется. Нет, вот тут Так, все вот так. здесь вот. Хорошо, хорошо. Смотри, а сейчас еще раз то же самое, только я придерживаю. Давай. Меняется? Чуть-чуть меньше. Ну там же. Я даже не знаю, что это. Слушай, ну вообще так, как будто ты чуть-чуть когда-то похулиганил и причем дорвался. Может Вот что быть. это значит. Да, Потому что да, да. чуть-чуть оно нестабильно. То есть такая, то есть, грубо говоря, я рукой создаю тебе стабилизацию плеча, ну, придавливаю, не даю головке выйти вперед. И как бы этот, чуть-чуть, небольшая думаю, где-то травма это- была у тебя. Мы с другом по армрестлингу, короче, так нормально поборолись, потом еще тренировали специальные упражнения. Ну, Момент. короче, не прошло оно это зря. Но Ну, в так. любом случае, то есть, если мы говорим про это, ну, надо будет с резиночкой поработать, надо ротаторным манжетом, Да, это будет да. легче. Потому Тебе что у него вроде то же самое. То есть как раз резиночка работает. И все, тебе какой тонус дать и чуть силы, и чтобы головка центрировалась. И все, и будет нормально. Потому что даже когда мы с тобой плечо вращаем, слышишь вот этот хруст. То есть мы находим где-то момент, где она у тебя выходит из... не то, что прямо из сустава, но она смещается. Так что не просто это мышечная боль, а есть еще механические повреждения. Так, сейчас, оп. Щекотки не боишься, напомни? Нормально? Нормально. Поехали тогда, смотри, пальцы под мышку, поехали. Ну, потому что, блин, то есть я-то из сустава вытаскиваю. Вот там. Обычно это мало приятно. Я бы сказал, вообще неприятно. Ок. Так, подключично. Терпимо. Сустав чешется. Так. Теперь давай-ка на бок, на вот этот. Опять же, так как у тебя боль в крайних положениях только появляется, ну, дискомфорт, не боль, вот, появляется. Соответственно, мы можем чуть это моделировать и... То есть дать чуть больше объема движения в лопатке. Соответственно, ты меньше будешь своими же костями давить. Говорю, недостаток здесь движения мы будем компенсировать лопатками. Вот оно меня бесит, вот оно тянет, вот ты уходишь туда, и вот я так же себе могу сделать, смоделировать, и у меня вот где-то здесь, и оно как бы непонятно, я сам, ну, и просто оно меня бесит, я не понимаю, что конкретно. Ну, мы же разобрались. Ну да, ну, круто. Просто в этот момент твое плечо, где-то что-то головка смещается, и ты, соответственно, это чувствуешь. Все. То есть, ну, сделай операцию, если хочешь. Но я тебе не рекомендую. Ну это прекрасно. Я тебе не рекомендую, потому что плечо восстанавливать это просто ад. Твоя операция, это... Ну, оно того не Вообще, стоит. не- Ну, просто если так тебе это навязчивая идея тебя мучает, что, типа, вот он у меня. Это для контента, если твоя операция. Потому что где-то что-то меня в плече мучило. Да. 120 тысяч массажистов мне не помогли, иду к хирургу.
Новый канал, где я по хирургам хожу, короче. Тогда меня возьми, я своими 4 операциями тоже много чего расскажу. Да, будем вдвоем робить. Так, нет, смотри, ровно ложись. Ровно. Потому что ты сейчас на меня лежишь, а надо... Нет, наоборот, вот так. Все. Бросай. Угу. Это слышно прям. Ну вот она сейчас вообще спокойно по мне. Туда-сюда. Ну, смотри, я подталкиваю. И все нормально. Угу. Так, сейчас потянем. И смотри, давай туда. Сейчас с этим заканчиваем, потому что плечо, оно сейчас подвижно во всех сторонах. И перейдем к мануальной. Как раз сейчас сразу с тобой с шеей поработаем. И потом уйдем на плечо и туда ниже. Да, хорошо. Плечо стало более подвижно. Все, вроде эффект имело наши манипуляции. Вау.